Тело, когда входит во время, оно прямо начинает бороться со временем за омоложение. То есть тело очень боится времени. Может быть, тело боится на общей траектории. Что такое совместная траектория? А если траектория личная, то мы заглядываем в собственную генетику. И еще есть траектория собственная. Итак, у каждого человека есть право на 4 траектории. И каждый человек на какой-то траектории тратит большее количество времени. Тело, когда входит во время, оно прямо начинает бороться со временем за омоложение. Тело вообще, когда видит время, оно пытается его тормозить, начиная с 25 лет, и говорит: время, время, только не старь меня, не раскладывай меня на кусочки, не надо. И время воспринимается, как будто вот оно надвигается на нас такой большой плитой. И эта плита начинает старить наши внутренние органы, наружные органы, начинает показывать, что возраст. Но тем не менее вы понимаете, что такое тело и время. Значит, надо как-то телу помочь. Значит, надо что-то с телом сделать. Значит, надо как-то тело провести через что-то, чтобы все-таки тело не боялось времени. То есть тело очень боится времени. Очень боится, еще раз повторяю, начиная с 25 лет уже у тела страх времени. А почему с 25 лет? Не с 30 лет, не с 40 лет, не с 50 лет, не со 100 лет, в конце концов. Ну, все просто. Вы же помните хорошо. То есть у нас время, которое входит в нас, делится на звездное, солнечное, лунное и планетарное. И каждая часть этого времени, 5 лет, у нас раскрывается из кольца свечения. И наступает нам 20 лет, и все. И больше время к нам не поступает из вечности. Мы остались, гол как сокол, то есть то, что у нас есть, то и есть. С 20 до 21 года мы еще привыкаем как-то к этому состоянию, а потом понимаем, ну все, дальше сам по себе. Дальше время начинает надвигаться. И вот эти 4 года, когда с 21 до 25 лет начинает нарабатываться страх времени. А затем с 25 он уже живет внутри тела. А почему тело боится? Может быть, тело боится на общей траектории? Все стареют, тело стареет, а значит, оно реально боится. Оно боится постареть. Это на общей траектории, потому что мы насмотрелись, да, что люди с возрастом, тело вообще разлагается на кусочки. Хорошо, это общая траектория. А может быть, это не общая будет траектория, а совместная траектория. Что такое совместная траектория? Это значит, мы смотрим не на на весь окружающий мир и на его опыт, а мы смотрим только на тех, кого мы видим и знаем. И вдруг эти что-то, кто-то, они как-то смогли, и они уже не так боятся наступающего возраста. Может, они уже приспособились, может быть, они уже наоборот, когда наступит возраст определенный, у них все готово, и они каким-то образом готовят себя к тому. То есть это траектория совместная. То есть мы насмотрелись на тех, кто рядом с нами. Да, это люди, которых мы знаем, за которыми наблюдаем, и вдруг смотрим, говорим: ой, а какой ты моложавый, ой, ну надо же, а как ты сохранилась, ой, да ты совсем не изменился, а ты не изменил, а что ты для этого делала, что ты для этого делаешь, ну и так далее. То есть с кем мы можем побеседовать? Это наша совместная траектория. А если траектория личная, то мы заглядываем в собственную генетику и говорим: о, а смотрите-ка, а по женской-то линии как все хорошо, за 100 лет мои все жили. Прабабушка, прабабушка, ну и так далее. Там мама и так далее.
ну тогда все не так и плохо. Или, а по мужской-то линии у меня же тоже все там столетние. Значит, прадедушка, дедушка, отец, да чудо-то какое. То есть, еще раз, личная траектория, когда мы смотрим в собственную генетическую программу и понимаем, что мы зависим от наших пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, которые к нам пришли через генетические мутации, и сейчас внутри нашего тела эта генетика работает, и поэтому мы говорим, ну да, конечно, там моя бабушка там до 80 лет была настолько подвижной, настолько живой, в 90 лет кроссворды решала, а в 100 лет вообще собрала большую компанию людей, которые ее поздравляли со столетием, ну и так далее. То есть вот, это личная траектория. И еще есть траектория собственная. Вот собственная траектория, она не зависит ни от кого, кроме вас. То есть тут уже не работает ни генетическая программа, ни программа наблюдения за людьми, с которыми ты оказался в одном этносе, в одном эгрегоре, ни программа общая, как живет вообще население этой планеты Земля в этом разуме типа человеческий. Вообще ничего подобного. То есть какое-то собственное внутреннее время, которая позволяет себя не бояться, а наоборот, которая вдохновляет, которая помогает, которая делает себя вне возраста, которая... Откуда же она берется? С собственной траектории. Итак, у каждого человека есть право на 4 траектории. И каждый человек на какой-то траектории тратит большее количество времени. Кто-то тратит больше на общей траектории, ему очень интересны глобальные процессы, происходящие на планете, происходящие в человечестве, и он благодаря своему глобализму себя меряет относительно общей траектории, по которой движется человечество на этой планете Земля. Есть совместная траектория. Это где мы движемся, но в окружении своих этнических знакомых и в окружении своих эгрегориальных знакомых. И есть траектория, которая личная. Здесь уже играют роль только наши родственники, за которыми мы наблюдаем, которые очень на нас похожи, или мы на них похожи. То есть это такая траектория, личностная траектория. И, наконец, есть траектория собственная, которая приходит откуда-то из вечности, и мы что-то такое делаем, что никому не под силу, и каждый удивляются наши родственники, удивляются наши знакомые, удивляется планета с человечеством. А что это? А откуда? А что это такое? Что это за новизна такая? Это наша собственная траектория. Причем у каждого человека она бывает разной величины, разной длины. А главное сегодня, что я вас попрошу сделать, сколько времени вы затрачиваете на каждую из траекторий.